Приветствую вас, мои дорогие любители Азии! Сегодня мы поговорим на ненужную тему, но которая будет неплохо знать. Ну так, для разнообразия, для понятия зачем. И вообще, нафига ты нам рассказала, теперь я на это обращаю внимание. Ведь мы, люди, когда нам что-то не рассказали, мы на это так сильно обращаем внимание после того, как нам это рассказали. Поэтому готовьтесь, сегодня поговорим о палочках. Не, шучу, не об этих. О палочках для еды. Теперь вы точно начнете замечать разницу этих замечательных малюток, хоть раньше этого и не делали. Но начнем с небольшого экскурса в историю. Это вам не хухры-мухры взяли, с дерева сорвали пару веточек, соединили и начали кушать. Нет, первое упоминание о палочках было в Китае. Это в 1200, наверное, году нашей эры. Наверное. И ими готовили. Я могу их понять. Ну, половника там нет, ну, там, других предметов не додумались еще пока. Надо же чем-то это все перемешивать. И одной палочки-то не хватило, дай-ка я вторую использую. Где-то буквально через 100 лет, а это 1100 год до нашей эры, в Китае это вошло в обиход как непосредственно прибор для того, чтобы кушать. Никто бы, наверное, не подумал, вот только китайцы. Гениальная мысль. Видимо, стало удобно готовить, они подумали, а чё бы не покушать этими двумя палочками-то? И вы подумаете, нафига нам это надо? Но вы не поверите, в 500 году нашей эры это дошло и до Кореи, и до Японии. Ха-ха-ха. Да, и до них эти палочки дошли. Чем они ели до этого момента? История пока что умалчивает. И вот вы думаете, ну палочки, ну сообразили, ну до вилки с ножом не дошли, ну мы тоже долго соображали, чем кушать. Но в каждой из этих стран палочки приобрели свой интересный образ. Начнем, конечно, с китайских. Они длинные, они толстые, и они закругленные. Зачем? Да для того, чтобы достать до вот того самого блюда на этом большом столе. И вот тебе надо вот как-то вставать же, лень, попу оторвать нельзя. И вот оно вроде крутится, но оно все мимо тебя, и вот надо как-то это схватить, ну прям кунг-фу панда, все дела. И вот чтобы достать это на общем семейном-то столу, вот эти длинные палочки как раз и помогают. Плюс с этими замечательными толстыми конечками можно схватить гораздо больше. Обычно китайские палочки бамбуковые, пластиковые или даже из слоновой кости. В редких случаях, но только в царских семьях, конечно же, они были железные, там серебро, золото, ну об этом немножечко попозже. А теперь о палочках Японии, которые в разы короче и кончики у них острые. Зачем же это? Неужто в глаза втыкать врагу, пока тот пытается украсть твою еду? Нет, все гораздо проще. Непосредственно сама еда в Японии состоит в большинстве случаев из рыбы. Жареной, вареной, неважно. И чтобы отделить эти мелкие косточки, которые так вот прямо норовят дофига и везде и повсюду. Да и в принципе блюда в Японии немножечко размерчиком-то поменьше. У них как-то не принято чавкать и хрустеть, и вот какие-то щеки вот так вот набивать. Ну, по культуре их не положено, поэтому надо маленькие кусочки класть, соответственно, в рот. А большие палочки немножечко, как бы, ну, сами понимаете, маленький кусочек хоть и ухватят, но могут сломать. Ну, или не ухватить. И эти палочки мы знаем гораздо дольше, чем другие. Почему? Да потому что ресторанов японских было гораздо больше. Да, у них бывают и потолще вариации, но в основном это заостренные. И именно эти палочки мы любим втыкать в свою причесочку. Да, девочки, я знаю, сама такая. И для производства именно японских палочек также использовался бамбук, ну или слоновая кость, если они такие богатые. И теперь поговорим о корейских палочках, которые дали пендаля всем сразу, и китайским, и японским, добавлением того, что они сразу в сет, то бишь сервировку, добавили ложку. И да, они металлические. Я думаю, теперь можно опуститься в ту самую часть истории, которую мы пропустили. Раньше королей травили. Ну, я думаю, вы знаете, у нас тоже не так просто серебряные сервизы, золотые сервизы были для, конечно же, определения, есть яд или нет, потому что как серебро, так и некоторые части золота, как и некоторые сплавы бронзы могут определять некоторые виды ядов. Поэтому металлические палочки стали основным обиходом именно в Корее. Ну, так как они пожадились немножечко на материалы, большая часть их палочек, конечно же, плоские, металлические.
металлические и плоские, но даже это не поможет вам, потому что они мега увесистые. Если вы хотите научиться владеть своими пальчиками, я думаю, для начала нужно научиться владеть ими. Ваши пальчики точно накачаются. И, соответственно, ложка идет с ними вместе, потому что именно в Корее рис едят ложкой. Вы не знали? Молодцы. Да, в Японии ложка идет в состав только если есть суп или там что-то в этом духе, как, в общем-то, и в Китае. Но именно в Корее ложка идет вместе, потому что именно рис естся ложечкой, не только супчик. Ну и не забываем то, что они тоже любят все мешать вместе. Но на этом история палочек и приколов с ними не заканчивается. Теперь поговорим о том, что нельзя делать с палочками в любой из этих стран. Как в Китае, так и в Японии, так и в Корее в еду нельзя втыкать палочки, особенно в рис. Это означает смерть. В Корее в то же время я никогда не замечала за этим, но оказывается, нельзя ложить слева от ложки палочки. И именно в Японии скрещивать палочки крест-накрест означает также смерть, поэтому не надо. Но на самом деле есть разница даже вот в таких палочках, одноразовых. Стандартные палочки идут именно так, но и некоторые японские обладают надрезом вот здесь. Я думаю, не все замечали, не все видели, у меня обыкновенные. Но это для того, чтобы надломить, и они сами разъединятся. И у вас будет некий постамент, потому что японцы на самом деле брезгуют. И вообще питание для них из общей миски это ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поэтому у всех на столе стоит мини-версия всего для персоны. А Китай с Кореей в обратную сторону любят, в общем-то, есть из общей миски, ну как, в общем-то, и мы. Но, правда, мы ложки не облизываем и не кладем туда, чтобы потом еще раз облизать, и потом снова туда, обмен бактериями. Андиректу кису. Да, в этом плане японцы немножечко побрезгливее будет, поэтому многие из их палочек, даже одноразовых, обладают вот этим самым надрезом. Так что, если увидите, попробуйте отломить. У меня ни разу не получилось. Вы думаете, на этом все с одноразовыми? Нет! Когда вы их разъединяете, мало кто видел, как и кто что делает. В Корее делают вот так. Зачем? А чтобы вот эта часть, где могли быть вот такие вот заусенчики, отшелушилась. Я видела за кансайским японцем, он делает вот так. Да, такое впечатление, что он собирается вроде как огонь разжечь, но нет, он также убирает лишние заусенчики. Китайцы как делают, я не знаю, но в основном просто раскрепляют и кушают. Время, нету времени, надо скорее пожрать. Даже обыкновенные одноразовые палочки обладают секретами. Вы не поверите. Я определилась с размерчиком. Хотя надо было, чтобы они, конечно, были металлическими, чтобы прям совсем все по феншую, корейско-японо-китайскому, что прям... Хотя я так и не научилась ими готовить. Ну что же, теперь вы знаете историю палочек. Хотя вам и не надо было нафиг на самом деле, но теперь и вы будете обращать на это внимание, ручаюсь. А пока ставим лайки этому видео, подписываемся на мой канал, если вдруг еще не подписаны. Не забудьте про колокольчик. Ага, оставляем мне комментарии, не забываемся поделиться этим видео с теми, кто явно еще не знает таких маленьких тонкостей про палочки. Ну что же, до новых встреч! Пока-пока. Да, и канзаши, в общем-то, начались тоже с палочек. Да, вот те самые штуки, которые мы в волосы втыкаем. Угу. Ну, нынче это как-то вот так. Используя в книжку как закладку, в волосы. Хотя вот в волосах не держатся, выскальзывают. Они такие гладкие. А вот с палочкой гораздо лучше. Hello! Шка! У меня Сирия с ума сходит.